Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева, и сегодня к нам второй раз уже приехала наш амбассадор из города Нур-Султан Айгерим Бесикен. И она вам сегодня покажет мастер-класс в технике растушевка на бровях, естественно, и она покажет и расскажет максимально просто так, чтобы вы могли это повторить. Работать она будет нашими пигментами, гибриды она сегодня выбрала. Ну и поехали, будет интересно, пишите вопросы в комментариях, она зайдет и ответит. Ты обещала? Да, обязательно. Начинаю я, получается, с того, что протираю зону, на которой буду работать. Протираю либо хлоргексидином, либо зеленым мылом. Стираю остатки макияжа и просушиваю поверхность. Затем, получается, я оцениваю сами бровки. В данном случае у нас бровки достаточно сложные. Форма, что называется, дуга. Эта дуга не только образуется волосками, то есть это строение кости идет. Надбровная дуга. Да. Клиент хочет немножко более прямые брови, более приближены к стандартным канонам красоты, да, то есть когда вот эта часть более удлиненная, а кончики покороче и более прямую хочет бровь. Ну, насколько возможно, в данном случае мы будем пытаться это сделать. Если есть возможность, ссылку на него дай потом. Начинаю отрисовывать эскиз. Для начала я отмечаю себе серединку. Так. Затем я отмечаю себе нижние границы. Я, получается, отмечаю уровень сразу обеих бровей и смотрю, чтобы они у меня начинались с одного уровня. Что ты берешь за горизонталь? Уголки глаз или что? От которой отталкиваешься по высоте? Я примерно на глаз, вот как сама вижу. То есть в данном случае у нас какая задача? Более попрямее сделать бровь, поэтому я чуть выше, чем свой рост волосков беру, потому что вот эти волосики у нас явно очень низко растут. То есть если я их буду повторять, то это будет Angry Birds просто. Поэтому я их подщипаю и не буду подчеркивать. Затем, получается, примерно отмечаю себе вот эту зону и длину бровей. Это все примерно пока у меня. Потом в ходе я от этого могу отходить немножко. Для начала я нижнюю границу брови себе отмечаю. Ты начинаешь с высокой брови или с низкой? Или нет разницы, с какой удобно? Как ты это? Я начинаю, вот всегда в основном получается от меня справа бровь. Да. Мне так удобнее, я так привыкла. Так, здесь я стараюсь, получается, более прямую линию сделать. По низу ты имеешь в виду? Да, по низу. То есть ты как бы рамочку рисуешь, да? Ты Да. не закрашиваешь по низу? Нет, не закрашиваю. И у нас здесь ярко выраженная асимметрия. Вот эта бровь, на которой ты работаешь, она прям гораздо выше. То есть ты ее будешь чуть ниже, а вторую поднимать, да, наоборот? Да, получается, симметрии я буду добиваться тем, что высокую бровь буду опускать чуть ниже, а низкую бровь чуть выше. Как ты в работе стараешься все волоски сохранить максимально? Да, максимально стараюсь, конечно, сохранить, но когда брови растут совсем низко или как-то вот, совсем некрасиво, то, естественно, я это подчеркивать не буду. В данном случае вот эта вот часть у нас будет слишком низко, поэтому это мы подщипаем, и чуть выше я приподниму бровь. Но так и правильнее будет, потому что основной рост волосков все-таки здесь. Есть у тебя какие-нибудь фишечки, как ты определяешь угол брови внешний, излом, где он будет находиться? Излом я, примерно так определяю, когда лоб переходит в височную часть. Вот эта часть примерно у меня излом. Так, вот я, получается, нижнюю границу отрисовала, верхнюю границу мне уже легко, она будет просто параллельно нижней идти. Отмечаю себе ширину. Ширина это у нас просто, захватываю все бровки, то есть здесь от природы своя ширина хорошая, то есть я ее не буду ни заужать, ни занижать, ни завышать. Тело брови у тебя одинаковой ширины во всю длину получается? Или Да. расширяется к головке, нет? Нет, не расширяется. Одинаково идет. И в данном случае излом от природы, он примерно в середине у нашей модели, а я его буду отодвигать в сторонку.
Ты уже выбрала цвет, который будешь использовать в этом случае? Я, получается, выбрала цвет. Буду использовать микс из двух цветов. Это теплый брюнет и брюнет. Основной будет теплый брюнет и капелька брюнета. Почему? Потому что здесь у нас девушка достаточно контрастная. Волосы темные, свои волоски на бровях темные. Просто буду работать этим цветом не очень плотно. Уплотнять буду только в некоторых местах, это получается нижняя граница. И цвет при заживлении будет практически такой же, как волоски. Ну и сами волосы тоже темные, то есть у нас модель красит волосы практически в черный цвет. Вот ты, получается, сейчас подтираешь изнутри, то есть тебе нужна четкая линия, чтобы видеть, где ты будешь класть прям штрихи. Да, я люблю, чтобы линия была прям четкая и тонкая, чтобы точно видеть свой эскиз. Для этого я использую вот такие вот зубочистки, и там на кончике получается вата. Она очень удобна и ими подтирать лишнее что-то. Сколько у тебя уходит на процедуру обычно времени? Ну, примерно 1,5 часа. А волоски ты щипаешь когда? Волоски я щипаю после того, как эскиз отрисовала. После этого, перед процедурой, получается. Так, ну вот я отрисовала одну бровь и смотрю на нее. В данном случае все-таки мне что-то хочется еще чуть-чуть приспустить. То есть по ходу я всегда смотрю и примерно представляю, как это будет выглядеть после процедуры. И смотрю, если мне это нравится, как это выглядит, то оставляю. Если нет, то, значит, подправляю эскиз до тех пор, когда буду считать, что вот данная форма будет украшать клиента, а не наоборот. А когда ты рамочку рисуешь, клиенты быстро соглашаются? Это не очень понятно же для человека, который не сталкивался. Да, потому что я как бы рисую рамочку, но потом объясняю. И когда я объясняю, клиент уже понимает примерно, он уже начинает представлять и соглашается. Так, получается, я отрисовала одну бровку. На данном этапе я обычно показываю клиенту одну бровь и согласовываю с ним. Если ему все нравится, то я отрисовываю вторую бровку. Наша задача была чуть-чуть приспустить бровку. Этого мы будем добиваться за счет того, что приподнимаем верхнюю, вот, начало бровки и чуть-чуть приспускаем середину. За счет того, что будем заполнять здесь все цветом. Уголочек чуть-чуть сдвигаем в сторонку, за счет этого у нас бровь будет длиннее. Да. Мне все нравится. И приподнимаем кончик. Вот это все мы будем подщипывать и максимально сохраняем ваш природный рост волос. Все. Если клиент у меня согласен, то я начинаю отрисовывать вторую бровку. Получается, я использую в работе вот такой вот штангель-циркуль, который мне помогает отмечать и перепроверять себя по этим, ну, то есть длину брови, начало брови, чтобы у меня все было одинаково, излом, и все на одинаковом расстоянии было. То есть вот сначала я отметила начало брови, теперь излом. И длину брови. Так, уровень у меня есть. Теперь я отмечаю уровень серединки примерно. Вот смотрю, отхожу и смотрю, чтобы одинаково было. И уровень хвостика. Так, и все, также иду, получается, нижнюю границу веду. Эта бровка у нас ниже, поэтому мы ее чуть-чуть будем приподнимать. Так, я отрисовала, получается, вот эту нижнюю границу и сразу отхожу и смотрю, чтобы угол одинаковый был. Ты просто на глаз, да? Ты не замеряешь салфеточки, линеечки, ничего такого не используешь? Нет, я вот просто отхожу примерно вот и со стороны смотрю и вижу, что у меня угол наклона одинаковый, и значит я продолжаю. А когда-то раньше ты использовала или всегда на глаз работала? Я раньше этими ниточками, ну, раньше это... Натренировала сейчас, да? Да, чуть-чуть только я так ниточками пользовалась, а потом уже все, мне это надоело, вот это вот рисовать нитки.
Ширину брови тоже мне помощник штангель-циркуль. И все, получается, соединяю. Получается, у тебя на правой брови куча волосков по верхней части, на левой куча волосков по нижней части. Ты будешь это насыщенностью регулировать, чтобы было равномерно? Я имею в виду в процессе, да, заполнять? Потому что там прям пустота, особенно на невысокой брови. Да, насыщенностью. Ну и сразу буду предупреждать клиента, что за одну процедуру мы это не выровняем. В любом случае нужно будет на коррекции добавлять, потому что там, где волосков мало, там и пигмент хуже будет приживаться. Обычно так всегда, вот я вот на коррекции, когда смотрю, если я добавляю на пустой коже где-то что-то, вот уголки, там обычно и хуже приживается пигмент. И на коррекции я уже там более насыщенно, либо более на тон темнее цвет беру. И тогда он выравнивается. Так, все, получается, я подтираю всю грязь, чтобы эскиз у меня был четкий. Где надо, линии более четкими делаю, чтобы мне все видно было хорошо при работе. Такая симметрия прям сильная. Да, вот сейчас я смотрю, получается, мне уже нравится все, но в любом случае я вижу, что даже с этим эскизом вот эта бровка все равно чуть-чуть выше. Но прям стопроцентной симметрии я добиваться не буду. Иначе мне вот эту бровку рисовать нужно будет просто намного выше и тут полброви выщипывать. Либо эту бровку просто на веко спускать, что невозможно. Поэтому так мне уже нравится. Самое главное, начало брови у нас вот на одном уровне. Я вот так вот приподнимаю, получается, большим пальцем серединку и вижу. А давай покажем, вот мне интересно, смотрите, вот это вот место, вот здесь вот волоски, они как бы формируют еще хвост. Вот ты будешь их удалять, вот часть из них? Да. Они совсем далеко за эскизом, но вроде как формируют хвост. Как вот ты с этим работаешь? Я их буду удалять, потому что изначально, когда я смотрела эту бровку, вот эта бровка, она длиннее и чуть-чуть, и кончики здесь выше, а вот эта бровка, она и сама по себе еще короче, и прям, значительно ниже волоски растут. В данном случае, если я еще ниже спущу кончик, то подчеркну асимметрию, и это будет некрасиво, поэтому здесь эти волоски все. Хотя их вроде, видишь, можно зачесать, может их оставить, чтобы зачесывать или нет? Можно будет оставить вот тут прям совсем вот, которые на границе идут, но вот эти все-таки волосики я уберу. Да, получается, сразу я щипаю волоски, пока кожа не травмирована. Лишние волоски убираю, которые мне будут мешать в работе, которые выходят за границу. Работать я буду иглой Defender 0,27 игла, острая заточка. Почему ты выбираешь такую странную иглу 0,27, острая заточка? Или это то, что было? Или ты всегда ей работаешь? Я либо 0,25, либо 0,27 работаю. А острая заточка? Острая заточка я всегда работаю. Мне нравится острая заточка. Тонкие пиксели, то есть маленькие пиксели, и растушевка получается без точек. А, ты не любишь точки. Угу. И я работаю короткоходом. Так, я люблю короткоход. Defender Onyx. Я ею на всех зонах работаю. Тоже она не оставляет точек. Я пробовала работать длинноходами. И там бывало, что на дальней брови могли где-то точками прям зажить. А Defender Onyx, он вот именно короткоход, он исключает вообще эти точки. И получается прям тень, да. Ониксом еще классно веки делать, растушевочку. И губы. Помадный прокрас прям. Ты как-то фиксируешь эскиз пудрой, там, ручкой, что-то какие-то есть фишечки у тебя в этом плане? В основном, когда делаю растушевку, то не фиксирую. Могу, если кожа прям совсем жирная, то могу пудрой зафиксировать. Так, все, мы, получается, подщипали. Пигменты я буду использовать теплый брюнет и брюнет. Из них основное это теплый брюнет и одну капельку буквально брюнета. Такие вот сложные брови, пучками, очень сильная асимметрия.
довольно такая толстая. Да нет, кстати, не толстая. На вид толстая кожа, а так не толстая. Привет всем. И в Украину вам привет. Так, что, пигменты она выбрала. Давайте я сразу скажу, для тех, кто останется до конца эфира, вы мне помогайте, потому что я не буду без конца повторять одно и то же. Амбассадор наша Айгерим из Нур-Султана. Айгерим Бесикен. Пигменты она выбирает теплый брюнет и брюнет. А какая пропорция? Ну, как я сказала, основная часть это будет где-то 6-7 капель теплого брюнета и 1 капля брюнета. Так, поворачиваю голову клиента, начиная с кончика. Так, давай сразу особенности. Ты начинаешь, ну, допустим, там вот от нижней границы, штрихи, куда идут вот это. Штрихи я работаю, получается, в обе стороны, туда-сюда. Нижнюю границу фиксирую тем, что больше проходов делаю. И, получается, иду достаточно плотно, но не сильно. Все-таки между штрихов оставляю пробелы, потому что моя задача на первом проходе зафиксировать эскиз, а не закрасить полностью. А какой вылет у Defender? Я не особо не пойму. Примерно. Примерно я так, не знаю, 1,5 1,5 миллиметра. Ну, он короткоход больше все-таки, да? Угу. Поднимаюсь выше, вот на нижней границе стою чуть дольше и внахлёст иду туда-сюда. Игла у меня движется. Машинка. На что ты ориентируешься, ну, вот, в глубине? Правильная глубина, неправильная, чтобы не заглубиться? Какие-то советы есть? Так, ну я ориентируюсь, получается, по ощущениям, по звуку. А когда ты проверяешь первый раз? Вообще я не проверяю. А, то есть ты настолько уверена в себе уже, да? Угу. И идешь, получается, блоками вот такими, да? Да, блоками выше поднимаюсь. А когда ты, например, учеников учишь? Их я проверяю, да. Ну вот в данном случае я все-таки проверю, перестрахуюсь. Но обычно в работе я никогда не проверяю. Раньше проверяла, сейчас я уже 100% знаю, что у меня зафиксируется эскиз. То есть параллельные линии, получается? Ничего. Да, параллельные туда-сюда. И за счет вот этого штриха туда-сюда я, получается, не зачерчиваю верхнюю линию, самое главное. То есть я смогу ее потом сделать такой нечеткой, не заполосенной. Чтобы не было контура, ты имеешь в виду? Да. Вот получается на верхней границе я так иду, чуть более размашисто. В изломе ты как кладешь штрихи? Как-то вот, особенно в верхняя часть излома часто интересует начинающих мастеров. У тебя штрихи соединяются вот прям в уголке или как вот, ну, чтобы дымка была и красиво было? Ну, на самом деле ничего такого необычного. Тоже иду, получается, параллельно вот до излома у меня штрихи идут. Просто самое главное не зачертить, но при этом нужно излом обязательно зафиксировать. То есть вот здесь вот я вот так вот раз и как бы у меня штрих уже чуть-чуть изломом идет. Ты повторяешь линию, да, получается, да. Просто и все. Да, но при этом работаю размашисто, чтобы, опять же, не зачертить его. А напомни еще раз вольтаж какой? 4-5. Ну, получается, довольно медленно машинка работает, поэтому точки рассеянные получаются, да? Это не страшно в плане там стыков блоков или заполосить, когда низкая скорость на аппарате. То есть ты на пару штрихов выскакиваешь за периметр, да? По верхней границе, да. Где-то на полмиллиметрика я выскакиваю. По нижней границе иду четко по эскизу. Так, а блоки половину на половину примерно находят, да? На половину предыдущего блока штрих. И длина сколько? Ну, сантиметр, да, на вид примерно? Сантиметр, может, чуть меньше. Вообще я в работе на бровях не использую какую-то одну технику. То есть, когда ко мне клиент приходит, я смотрю на брови и примерно уже представляю, как я вижу этого человека, с какими бровями. И уже в соответствии с этим подбираю технику.
Я даже не могу сказать, сколько. Я могу на одних бровях несколько техник использовать. Иногда я могу сначала начинать, то есть чисто на себя вот делать, если мне нужно прям совсем пудра. Либо я могу работать во всей брови диагональками, когда мне нужно и верх, и низ растушеванный. Ну давай уточним. То есть, допустим, тебе нужна очень воздушная по всему периметру бровь. Какие штрихи ты выберешь? В данном случае тогда я использую вообще другую технику. Она прям совсем не похожа на эту. То есть я иду сначала бровей, я сначала на себя фиксирую эскиз вообще полупрозрачно, а затем уже диагональками затемняю внутреннюю часть, а границы такие вот на вылет, и нижние, и верхние. Придется тебя несколько раз вызывать на разные типы бровей. А сейчас, получается, нам нужно довольно ярко, чтобы было, да, и контрастно, поэтому ты блоками работаешь. Поэтому блоками, и поэтому нижнюю границу я буду делать более темной. Ну, вообще эту технику я и подготовила, потому что она техника такая достаточно простая, универсальная, которая многим бровям подходит и которая сейчас актуальна, когда нижняя граница более темная, верхняя граница более растушеванная. Но в этом случае, когда ты работаешь блоками, верхняя граница мягкая и растушеванная, у тебя за счет меньшего количества штрихов, правильно? Меньшего количества штрихов, плюс второй и третий проход я буду затемнять нижнюю границу, не доходя до верхней. А вот у тебя аппарат Defender, он же какой-то нежненький, да, я так поняла? Да. На толстой коже он работает хорошо? Да, отлично работает. Все зоны, все техники справляются, да? Да. Угу. Ломается часто? Вообще не ломается. Не ломался ни разу. Угу. Ну, просто мы даже опросы вешали, по-моему, Defender и Mast там впереди всех идут. Они, очевидно, недорогие и... Да, я их и своим ученикам советую. Он новичкам очень хорошо подходит, потому что он такой безопасный. И волоски ты им тоже. И волоски я делаю вообще отлично. А какие-то есть особенности в головке или также блоками подходишь к ней? В головке вот я недавно буквально начала в одной вот технике головку делать. Сейчас покажу. Я примерно себе на глаз здесь черчу такой треугольничек, который я не прокрашиваю с первого прохода, а потом только буду его прокрашивать. Примерно на глаз вот такую диагональку себе прорисовываю. И вот эту внешнюю часть пустой оставляешь? Да, на первом проходе пустой. Угу. А если ты сейчас все сотрешь, эскиз же тоже сотрется? Ну здесь, смотрите, здесь параллельная линия, и когда у меня нижняя линия параллельна, то я запросто ее восстановлю. То есть простая геометрия будет. А головки прям вот такие квадратные будут или там что-то? Нет, вот за счет того, что я вот сейчас не прорисовала ее, а потом на вторых проходах я ее буду прям легко-легко, она будет полупрозрачной, не утяжеленной и не квадратной, то есть она будет вообще бесформенной. Отлично звучит бесформенная головка. Ватный диск ты кладешь, чтобы не скользила, не пачкала, да? Да, чтобы самой не пачкаться. Я сделала первый проход полупрозрачный. Сейчас я его, получается, анестезию нанесу. Анестезию я использую сустеин. Первичку я не использую на бровях вообще. Сустеин накладываю. Потому что оно очень прозрачное. Да, он у меня сейчас подпроявится. Это идеальный вариант, которого ты добиваешься на первом проходе, или бывает и ярче? Смотрите, эта техника предполагает, что я, получается, сделала первый проход. Где-то у меня будет полупрозрачный, я сейчас буду доводить до однородности. Сейчас подпроявится, пока я здесь пройдусь. Потом моя задача однородно полупрозрачно сделать. Угу. Ну, то есть тебя устраивает вот такое? Меня устраивает, я вижу все. Сейчас я ничего не буду. Усиливаться, я имею в виду уплотняться, тебя устраивает такой результат? Да, ничего не буду делать, все, закрываю все. Пленочка. Пленочка, чтобы быстрее сработала? Да. И под пленочкой она не твердеет, вот я заметила. А, сустаин же дубит кожу, да, бывает такое. Так, на второй брови ты начинаешь откуда? С дальней части? Тоже с дальней. С хвостика. Угу. Также с кончика, с нижней границы. Нижнюю границу чуть поплотнее иду. И затем поднимаюсь выше. Штрихи туда-сюда.
такой средней плотности. Не сильно плотно, но и не слишком жидко. Ну, ты повернула голову очень сильно к себе, я вижу, да, что еще там у нас изменено. Но по ощущениям ты плотнее кладешь теперь. Есть у тебя особенности в работе, ну вот советы, потому что очень часто мастера на дальней оси брови заглубляются или наоборот слишком поверхностно работают. То есть ты как ощущение у тебя? Ну, у меня тоже так часто бывает. Просто я стараюсь, наоборот, легче работать на дальней брови. Это норма, ну такой хруст? Да, на самом деле я, наоборот, считаю, что должен быть такой хруст. Этот хруст говорит о том, что как бы прозрачные, тут поверхностно работаю. Если глубоко воткнуться, хруста не будет? Не, ну будет, но он уже другой будет по звуку. Ты интересно ставишь пальцы, получается, ты на свой же палец ставишь мизинец, да, у тебя такая опора получается? Ну да, ну чтобы на клиента, глаз получается, да. Всегда так или это зависит от там типа надбровной дуги или что-то такое? Наверное, всегда. Я даже, если честно, это не замечала. Да, вот у меня уже мизинец, он уже сам знает, куда ему вставать. То есть для того, чтобы добиться вертикали, да, по отношению к коже, ты вот такую себе постановку сделал. Шея не болит, спина не болит, ты прям так искажаешься вся. Ну, у меня просто кушетка другая, она у меня чуть-чуть с наклоном. А здесь такая прямая, и мне немножко неудобно. Под себя мастер подстраивается, да. А рука рабочая у тебя на весу всегда все равно, да? Да. На самом деле звук почти не слышен. Вот с расстояния в метр не слышно. А когда близко-близко, тогда да, такое. Ну, по мне так это нормальный звук. Слушай, а есть разница? Ты живешь в Казахстане между азиатскими кожами и условно славянскими? Я понимаю, что есть всякие разные похожие, не похожие, но в общем по звуку, по качеству, по остатку. Ну, я прям что-то такого не замечала прям активно. Ну, в любом случае разная кожа по толщине. Европейская в основном тоньше кожа, в основном сухая кожа. Поэтому, ну, каких-то сложностей, там что-то такого не замечала, именно связанное с принадлежностью расовой. Ну, не знаю, по мне так азиатская кожа, она прям лучше. Ну, есть хорошая азиатская, но часто бывает очень, что пористая, жирная кожа азиатская. Допустим, вот у меня пористая, жирная кожа, кожа азиатская. Не самая лучшая для татуажа. А бывает, да, конечно, прям как бумага. Вот как нарисовал, так и зажила. Так, и получается, что ты постепенно поворачиваешь голову. То она лежала на ухе прям, да? А ты теперь от себя отворачиваешь, чтобы было удобно. Игла Defender, и ты часто макаешь. Она, получается, мало берет пигмента, да? Ну, наверное. Не обращала внимания? Не обращала внимания, да. Что бывает такой макнешь и всю бровь прошел, а здесь ты без конца макаешь. И на самом деле можно, наверное, и подольше, но я все равно боюсь, чтобы у меня всегда равномерный поток пигмента был, да. Если его мало, то он может, будет поступать, но меньше. Ну, ты имеешь в виду, что ты начнешь там сильнее давить или еще что-нибудь, зря травмировать, да? Да, лучше он мне всегда хорошо поступает. А ты только Defender'ом иглами работаешь или всякими разными пробовала? Я работала, получается, Matrix. У Королевишны покупала. Не пошел? Ну, я ничего такого не заметила прям там, чтобы... Ну, его прям с России заказывать, как бы... Геморрой. Да. Потом работала Мастом. Тоже хорошие иглы. И бюджетные. Потом Квадроном работала. Ну, вот этот вот он доступен очень. Продается вот у нас прям рядом с моей студией. И хорошие иглы Defender. Так, и здесь в головке. Что ты тоже будешь делать? Уголок оставлять непрокрашенным. Верхний, да? Получается, вот так вот примерно себе треугольник прорисовываю на глаз. Здесь так на вылет иду к себе. Ну, смотри, в головке у тебя штрихи разные длины, и ты как будто пляшешь, туда-сюда ходишь. То есть ты нету системы, да? Ты там закрашиваешь просто вот
оставляя пустым внешний уголок, да? Да. Ты сажаешь в процессе клиента, ну, если не уверена там в эскизе? Да, могу сажать. В основном сажаю один-два раза. Ну, смотря как. Вот в данном случае у нас асимметрия существенная, поэтому буду все-таки сажать, смотреть. На этой поярче у тебя легло. Здесь вот кончик, да, поярче получился. Ну, сейчас фишка в том, что вот я буду выравнивать эти брови, получается. Я не буду нижнюю границу затемнять, пока они у меня не стали одинаковыми По насыщенности? по насыщенности. То есть у тебя первый этап это, ну, основной, когда ты делаешь одинаковые брови, Да. одинаковая насыщенность. А потом уже пустые места будешь закрывать, да? Потом буду уже нижнюю границу затемнять. Вот, получается, я фиксирую себе точечками. Вот угол, главное, мне хорошо видно. А здесь вот она параллельная линия. Вот. Так вот длина. Нижнюю точечками я поставлю тоже. И все, сейчас я буду, получается, повторно проходиться теми же штрихами, просто буду выравнивать. То есть где у меня хуже, меньше пигмента, чуть поплотнее буду работать. То есть моя задача сейчас рисунок сделать равномерным, полупрозрачным. А почему ты используешь сустаин, а не обычный коктейль, например? Работа. А мне так легче. Я не знаю, вот этот коктейль не пробовала делать. Не пробовала? А зачем вообще коктейль? Ну, я отказала. Во-первых, сейчас с доставкой начинается у нас проблема, во всяком случае, всего, что из Европы, из Америки. А во-вторых, ну, реально дубит кожу, мне это никогда не нравилось. Ну, то есть я чувствовала разницу даже после одного нанесения. Ну, тебе нормально, да? Да. Зачем? Хороший вопрос. Зачем? Ну, я думаю, для начинающих мастеров это большая разница. Сколько стоит пузырек? Там 5 000 стоил. Сколько он стоит сейчас, я не знаю. А аптечная это анестезия копейки стоит вообще. Так, сейчас, получается, я уже... Тебе вода не нужна? Нет. Сотру, посмотрю, что у меня там получается. Смотри, у нас тут получается плотная часть, вот она идет, дугой, да? Но есть еще вот такая пустота вот здесь. Вот. То есть ты конкретно локально будешь усиливаться, чтобы равномерно смотрелось, да? Да, это вот я имею в виду, что я буду здесь плотнее, возможно, даже цвет темнее буду брать. То есть ты в процессе можешь взять другой еще цвет? Ну, брюнета побольше добавлю, да. Вообще обычно, ну, якобы стараюсь первой процедуры вот эти вот дополнительные цвета какие-то не затемнять, но не всегда так делаю. В основном я это все на коррекцию оставляю, чтобы именно вот эти пустые места более затемнять. Как бы проскакиваешь волоски, получается? Нет, здесь у меня просто цвет достаточно плотно лег, да, хорошо, достаточно мне. И вот я, получается, над кожей прям как пчелка жужжу, то есть хаотично могу ходить. Как пчелка, это я имею в виду тем, что получается, просто у меня игла параллельно коже на одном расстоянии, хоть так, главное мне хаотично эти точки разбросать, и в итоге, чтобы у меня... Ну, то есть у тебя нету этого правила, когда ты только блоками идешь равномерно, ты и так можешь работать, да? Да. Менять направление движения, имею в виду. Да. Вот я смотрю, вот эти места у меня закрашиваются уже. Ты говоришь, что основная работа на коррекции. Не то, что основная, но я не пытаюсь прям вот все закончить, ну, особенно вот когда вот эти части нужно затемнять, что-то там. Сильно стараюсь за одну процедуру не травмировать кожу. Потому что так будут активно корочки. Я просто клиенту объясняю, что вот у него здесь вот активнее волосы растут. Что у клиента волосы здесь активнее растут, здесь поэтому там хуже, возможно, приживется. На коррекции мы будем добавлять насыщенности. И в основном вот именно такую ювелирную работу, художественную, можно на коррекции
Не, ну ты должна нам сегодня показать по максимуму. Нет, я, да, сделаю, конечно. Потому что отпустить с полупрозрачным... Вот я больше всего не люблю, когда, знаешь, такая дымка и видна своя бровь, которая там рельефная, торчит, форму оттягивает на себя. Нет, так-то, конечно, я совсем не отпускаю, но бывает, что за одну процедуру не получается, прям когда активно бровь вот так вот пучками. Ну, я понимаю, я же тоже мастер, что коррекция – это обязательная процедура, но хотелось бы по максимуму видеть сегодня, потому что коррекцию буду делать уже у нас другой мастер. Это твоя любимая игла, получается, 0,27? Ты ее на всех зонах используешь? Или я что-то не помню. Нет, да, в основном ее использую. И на волоски тоже ее использую. 0,27. А очень толстыми иглами не работала, не любишь? Раньше работала на губах, работала толстыми иглами, особенно толстые губы, когда. Так, ты пришла к головке. И также я продолжаю еще, я, получается, вот этот треугольник таки оставляю пока. А, он пустой, ты его не трогаешь. Да. Вот здесь по верхней границе все равно мне еще недостаточно, еще чуть-чуть пройдусь я. Но мне и пониже недостаточно. Не, ну дальше я буду уже затемнять, это уже следующий. То есть, у тебя есть в голове картина, какие должны быть брови? Когда ты сядешь сравнивать их или что? Да? Нет? Нет. То есть сейчас моя задача, как я повторяюсь, полупрозрачно сделать равномерно 2 брови полупрозрачные. Затем я буду уже расставлять акценты. Ну, меняешь направление, да, где как? Да, потому что здесь, если я буду вот так вот одинаково идти, то у меня опять сейчас где-то темнее, где-то светлее будет. А штрих у тебя маятником все время, да, туда-назад? Ну, то есть Да. не только на себя. Вообще на себя я практически никогда не работаю. Все, с этой бровкой закончила. Теперь то же самое буду проделывать с этой бровкой. Получается, пока хорошо и четко видны контура, пока анестезия так сработала, ты точечками фиксируешь тоже на всякий пожарный, да? Да, так мне лучше видно, чтобы прям быть уверенными, не выйти за границу. И незачем садиться, да. Все, получается, я выравниваю эту бровку, так же, чтобы у меня был равномерный полупрозрачный прокрас. Первым делом я сделала, получается, равномерный полупрозрачный прокрас, и я сейчас перепроверяю форму. Потому что я сейчас буду расставлять акценты, чтобы не получилось, что у меня где-то что-то эскиз съехал, и потом уже сложно будет подправить. В данном случае я вот начало сделаю здесь чуть-чуть подлиннее. И все, в остальном меня все устраивает. Теперь дальше я уже могу расставлять акценты. Здесь я точечками подмечу себе, где я буду заполнять начало брови, докуда буду заполнять. То место, где я пропускала. Но это возможно только благодаря тому, что у тебя одинаковая толщина в брови, правильно? То есть ты, по сути, восстанавливаешь легко. Нижняя линия зафиксирована, верхнюю найти уже легко. И все, я сейчас вижу, что все у меня одинаково. Получается, уже перехожу к следующему шагу. Ложитесь. С чего начинаешь ты на этом втором этапе? С какой брови или нет разницы? Я, получается, начинаю. Следующим этапом я буду затемнять нижнюю границу брови. Верхнюю в последнюю очередь.
это делаю, и я называю это как веерное напыление. Так, сейчас ты поменяешь направление штрихов, да? То есть, смотрите, это как полувеер идет. То есть сначала я иду параллельно нижней границе, потому что она мне нужна максимально темная и четкая, более четкая. Не максимально четкая, но четкая. И дальше я вот так вот как веером. К верхней границе я иду таким размашистым штрихом. То есть на нижней части у меня штрихи параллельные. К верхней части они переходят в виде веера такими диагональками. За счет этого верхняя граница у меня более полупрозрачная, нижняя граница более четкая. А это же та бровь, которая низкая у нас, и здесь поверху должна быть большая плотность. Как ты это добиваешься? Это я вот в последнюю очередь, я здесь буду еще затемнять. Ты уже кожу почувствовала, особо не стираешь, да? То есть проходишь всю бровь, потом стираешь все. Да. И все вот так веером, тоже нахлестом на предыдущий штрих я иду. На верхней границе я дохожу до конца ширины брови, получается, полностью. Но просто штрих у меня диагональкой. А внизу он становится более параллельным. Теперь в головке брови, вот на данном этапе, я уже закрашиваю ту часть, которую я оставляла незакрашенной. Таким же способом, веером. То есть нижнюю границу я иду более параллельно, верхнюю границу диагональками. Получается, на себя штрихи у тебя, ну не на себя, а как бы направление в центр брови, да, в головке. Да. Так, стираю, смотрю, что у меня получилось. Дальше я уже вот смотрю, получается, мне недостаточно насыщенности по нижней части. И поэтому, так, я добавлю эти пигменты. Добавить мне нужно. Угу. Чем мешаешь? Зубочисткой. Сейчас я хочу затемнить нижнюю часть, поэтому я буду проходиться чисто по нижней части, думаю, параллельными и, может, диагональными штрихами, не доходя до верхней границы. Здесь я могу прям сначала начать уже брови. Не с кончика, как обычно я делаю. То есть вот так-то я затемняю нижнюю границу. Сначала параллельными, потом могу диагональкой еще пройти сверху. Ну, а сейчас у тебя верхние точки стерлись, ты примерно на глаз видишь, ну, куда тебе надо, где заканчивать? Да, я вижу, вот они, вот и моя граница. А анестезии ты больше не наносишь? Я смотрю, брови красные. Обычно не наношу, но иногда бывает, могу нанести. Тебе краснота не мешает, да? Нет. А вам по ощущениям нормально там? Я обычно в конце, вот прям когда уже последние штрихи делаю, я могу на секундочку нанести анестезию, чтобы у меня чуть-чуть подвысветлилось и чтобы бровки более равномерные стали, цвет, этот сосудистую реакцию убрать и еще раз посмотреть. Примерно не доходя 1-2 миллиметра до верхней границы, я затемняю нижнюю. Я сейчас не поняла, не доходя 2 миллиметра до верхней границы, да. А чтобы дымка оставалась по верхнему контуру, ты имеешь в виду, да? Да, чтобы четкой границы не было и чтобы хоть небольшой, но градиент у меня был. Сильного градиента я не делаю, потому что мне важно сохранить ширину бровей. Когда растягивают вот эту огромную широкую бровь, которая заживает. Да, она слишком узко заживет потом. Да, я не вижу смысла тоже в этом, но любят. Для фоток, наверное.
Так, вот эту пустоту, где у нас волосики не растут, еще насыщенности добавлю я. Я все жду, когда ты вверх будешь заполнять. Верх я заполняю в самом конце. В смысле, когда ты уже на той брови даже поработаешь? Да. Или нет, сейчас я сначала давайте здесь и поверху поработаю тоже. И потом ту буду под эту уже подстраивать. Так, особенность верхней границы, каким образом я ее заполняю. Вот я, получается, сейчас себе точечками отмечаю. Где я буду заполнять. Вот. Мне легко восстанавливать верхнюю границу, потому что она вся параллельна. Вот. Что я делаю? Я занижаю скорость. Насколько? Примерно 3,7. В процессе работы могу менять. Смотрю, вот как рисую. 3,7, 4,2. Вот в таком промежутке. Иду такими хаотичными, можно сказать, движениями. Да, получается, на маленькой скорости я вот так вот точечками. Штрихи, получается, от нижнего края вверх, да, идут? Они вверх, вниз, прямо, без разницы. Вот я вот так вот хаотично работаю. Моя задача поставить много точек там. По внешнему контуру. Да. Оформить внешний контур, при этом, чтобы он был полупрозрачный, пушистый. Могу вот так поработать, как диагональками. И по ходу стираю, смотрю, что у меня там получается. У меня потихоньку оформляется. Когда ты понимаешь, что надо все заканчивать? Когда насыщенность тебя устраивает? Я вот отхожу, просто примерно смотрю, когда мне самой достаточно. Ну, плюс я даю отдохнуть в брови, потому что она буквально через 1-2 минуты пигмент, этот цвет подпроявляется, и если вначале кажется, что недостаточно, то через 1-2 минуты может уже быть достаточно. Поэтому вот сейчас я до конца пройду, чтобы вот это равномерно было, и все, дам бровке отдохнуть. Ты имеешь в виду, тебе достаточно, когда бровь на прокрашенной коже, своя бровь не выделяется, да, когда оно как бы визуально сравнялось? Да. Маленькая скорость позволяет мне, даже работая параллельными штрихами, не зачертить верхнюю границу. Не законтурить, ты полосок не оставить, да? Так, все, эту бровку я, получается, оставляю вот в таком виде. Пусть пигмент подпроявится, возможно, еще что-то буду дорабатывать. Невозможно, а точно. На дальней брови, получается, также буду нижнюю границу затемнять веерным способом. Скорость на блоке 4,6. Также нижнюю границу я иду параллельными штрихами. И чем выше я поднимаюсь, тем штрихи у меня более диагональные. И к верхней границе я подхожу диагонально. То есть это как полувеер. Сильно бровь я не растягиваю. В нижней части брови стараюсь штрихи ложить более плотно друг к другу, чтобы цвет был более насыщенный. Верхние границы слегка более, уже промежутки оставляю между штрихами. Я, получается, активно затемняю те места, где у меня волоски не растут. Особенно дальняя бровь, она у меня выше растет, поэтому нижнюю границу мне нужно максимально сделать темной, для того, чтобы создать эффект того, что там есть волосы. Расскажи, пожалуйста, про уход, какой ты рекомендуешь своим клиентам на бровях именно. Уход в основном рекомендую 2 дня обрабатывать хлоргексидином. Если девушка с сухой кожей, то 1 сутки. Просто смачивать ватный диск и слегка протирать хлоргексидином. И все, это минимальный уход. Рекомендую активно не размачивать. Следующие дни?
Вообще, пока не сойдут корочки, я рекомендую активно не размачивать брови. При умывании, если где-то намокает, сухой салфеткой промакивать. То есть говорю клиенту, что его задача сохранить бровки в сухости и в чистоте. А корочки максимально, наоборот, тоже сохранять. И 2 недели исключить паровые процедуры. Теперь буду сейчас верхнюю границу обрабатывать. Так себе точечками тоже. Вообще мне и так видно, но все равно точечки мне для уверенности. Я все-таки точки ставлю. Опять снижаю скорость на 3,7. То есть ты там, где плотно, ты разгоняешь чуть-чуть машинку, там, где рыхло и прозрачно, ты уменьшаешь скорость все время, да? Да. Так, сейчас теперь на данном этапе я клиенту уже чувствительный, я поэтому нанесу анестезию и немножко подожду, пусть подпроявится цвет. Краснота уйдет, чтобы сравнить обе бровки, где мне что нужно дорабатывать. Немножко пощипит, может даже не немножко. Все, получается, последние штрихи я затемняю вот те места, где у меня нету волосиков. Ты тут поставила двойной ряд точек, то есть это верх, где дымка, да? Да, и низ, где мне нужно подтемнить. Уплотнить прям, да? А низ уже все, ты довольна? Самый низ бровей. Нет, здесь я тоже. Тоже будешь еще? Да, чуть-чуть буду еще. Такими вертикальными, получается, штрихами я добавляю насыщенности там, где мне надо. А здесь у нас поверху много где надо насыщенности, потому что эту бровку мы приподнимали. Здесь нужно создать эффект густых волосков, наличие волосков, в общем. Мы закончили процедуру. Она длилась чуть дольше, чем обычно, потому что мы много разговариваем в процессе. И довольно сложно было сравнять вот с такими яркими волосками кожу, да, прокрасить. Чтобы... Да, и плюс еще асимметрия присутствовала, которую нужно было тоже выровнять. Всем спасибо за просмотр. Пишите вопросы в этот раз. Айгерим зайдет и обязательно ответит на ваши вопросы. Всем пока.